Мы боялись опоздать и заказали такси, но можно и на автобусе. Начинается тропинка. Существует несколько троп, но на самую вершину ведут только две. Большинство туристов выбирает подниматься по тропе Сонпанак. Мы как раз к ней и приехали. В связи с ковидом, чтобы забраться, нужно бесплатно зарезервировать место на официальном сайте, так как в день разрешено не более 1000 человек. Приехали мы к 7 утра и нам на месте провели инструктаж. Тропа Сонпанак протяженностью в 9,6 километров. На 4-м и 7-м километре будут перевалы с туалетами. Дорога туда и обратно займет около 9 часов. Путь размечен каждые 250 метров, и в случае ЧП нужно звонить по номеру и говорить номер столбца, у которого находишься. Несмотря на все предосторожности, за последние 2 года умерло 5 человек. В Казахстане эта цифра намного выше. Ну вот, начинаем. Восхождение века. Выглядит пока безобидно. Весь путь проложен, и заблудиться просто невозможно. Иногда встречались такие таблички, где указано, сколько еще осталось до вершины и где будут перевалы. Халасан – это потухший вулкан, находящийся в центре острова, и самая высокая горная вершина в стране. Мы пришли до первого перевала. Гора видна из любой точки острова, когда не затянута облаками. Тут даже есть поговорка: Чеджудо – это Халасан, Халасан – это Чеджудо. Тут по пути было ответвление на какой-то кратер. И вот лестница такая. Мы решили посмотреть. Но я не знаю, стоит ли это того. Потому что путь туда-обратно займет 40 минут. Это получается еще на час дольше забираться на самую вершину. Так выглядит кратер. И это того стоило. Только посмотрите на этот вид. Поверить не могу, что раньше тут был кратер. Интересно, смотри. С утра мы не позавтракали и взяли только пол-литра воды. Так лучше не делать. И именно там встретили доброго мужчину, который позже поделится с нами едой. Мы прошли полпути. Где-то километров 5. Да, и отсюда же еще идти. Километра 2, да? А вот и второй перевал. Сюда надо успеть дойти до часу дня, иначе после не пустят на вершину. О, как здесь красиво. Представляешь, интернет ловит Wi-Fi. А, вон. Туалет так выглядит. А так туалет выглядит снаружи. Погода портится. И мы выдвинулись в путь. Больше всего мне нравится, что здесь пишут: все, туалета сверху не будет. Подожмите полки. До сюда нужно до часу дойти. Так вот, вход. Вход на вершину. Уже почти у цели. Зато посмотрите на этот вид. И вот еще немного. Последний рывок, и мы на вершине! А это самый главный кратер и озеро Пеноктам. Угостили кимбапу, а мы забыли. Вот. Обед с таким. Корейцы ждут в очереди, чтобы сфотографироваться у того камня. Ну и мы тоже хотим. Галя, как по ощущениям тебе этот подъем? По сложности от 1 до 10? 8. 8? О, 8? Значит, не так сложно, да? А тебе? Мне 9, наверное. Достаточно сложно, хотя путь был комфортный, да? Этот путь называется камни, лестница, камни, лестница, камни, лестница. Хорошо, что не просто камни, как в Казахстане. Камни. У нас начался дождь, и мы быстро уходим.
Сейчас как возвращаться будем под дождем, надо поосторожнее. Уходим мы по другому пути. Уходим мы по тропе Гванымса. Здесь не менее живописные пейзажи. Только посмотрите на эти облака. Весь путь была проложена такая монорельса. По ней перевозят оборудование либо пострадавших. Внутри умещается вот несколько человек. Едет. А мне все интересно было, как она выглядит. Там внутри кто-то сидит. Ну, постойте. У меня же сегодня день рождения. Вы пока посмотрите фото, а я все объясню. Мороженое, вода. Моя родная сестра Даша сейчас живет с семьей в Польше. Она сговорилась с Галей и за целый месяц до дня рождения отправила с Польши мой подарок. Утром я посмотрела видео о том, как сестра со своей семьей по всей Европе искали мне подарок, и после видео Галя вручила мне посылку. Видео будет в конце, оно смешное, посмотрите обязательно. Но сначала покажу, как начался мой день и что было в посылке. Вот такая вот Галя сговорщица. Они сговорились с Дашей. И Даша прислала мне такие подарки. 3 мешок двусторонний, часы классные и футболка. И письмо. Привет! Ты что спишь еще? У Маши же сегодня день рождения. Нам нужно найти классный подарок. Пойдем быстрее, времени нет. Может быть, вроцлавского гнома отправим? Он же здоровый и тяжелый. Нет, нет, тете Маше это не понравится. Ничего не нашли здесь. Поехали дальше. Может быть, покушаем? Еле успели. Маша, с днем рождения тебя! Подарок! Этот день рождения я точно запомню на всю жизнь.